Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем очень интересный вариант повязки. У меня эта повязка, можно связать что-то типа ободка, то есть цветы не по всему объему головы, а, например, от уха до уха расстояние, остальное сделать резинкой. Узор очень простой. В основе узора лежат арки. Раппорт узора 2 арки плюс 1 арка для симметрии. Если будете вязать полоску равной обхвату головы, то советую связать для начала образец, чтобы посмотреть, сколько сантиметров у вас будет, сколько цветов будет в нужном количестве сантиметров. На обхват головы 50 сантиметров у меня получилось 9 цветов. Брала крючок 2,5 миллиметра, вязала пряжей Yarn Art Jeans. Думаю, как вариант, эти цветы можно использовать для украшения шапки. В общем, очень советую. Очень интересный узор получается. Пряжа, повторю, Yarn Art Jeans. Хлопок пополам с акрилом. Как вариант, цветочки еще можно украсить. Итак, начинаем вывязывать арки. Напомню, раппорт узора 2 арки плюс 1 для симметрии. Набираю цепочку из 6 воздушных петель, делаю 3 накида на крючок, возвращаюсь к первой петле, ввожу крючок и провязываю столбик с 3 накидами. Это будет у нас первая арка, та, которая самая первая для симметрии. Провязали. Снова делаю 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. 6 воздушных. 3 накида на крючок. Возвращаюсь в основание. Ввожу крючок. Вытягиваю петлю и провязываю столбик с 3 накидами. Таким образом у нас получается вторая арка. Так будем вывязывать нужное количество арок. То есть 2 арки у нас раппорт узора и плюс 1 арка идет для симметрии. По аркам не ориентируйтесь на обхват головы, потому что здесь полотно растягивается. То есть 6 воздушных петель, 3 накида на крючок и вяжем в основание столбик с 3 накидами. Вяжем нужное количество арок. Я связала 5 арок, у нас будет 3 цветка. Сначала обвязываем одну сторону, потом переходим на другую. То есть сейчас вяжем первую половину. Воздушная петля подъема, 2 накида на крючок и провязываем в арку столбик с 2 накидами. Это будет основа лепестка. Накид на крючок, и сейчас вяжем незаконченные столбики, незавершенные столбики. Нам надо провязать 6 незавершенных столбиков. Второй незавершенный, третий незавершенный столбик с накидом, четвертый незавершенный столбик с накидом, пятый незавершенный столбик с накидом
и 6-й незавершенный столбик с накидом. 7-ю петлю просто вытягиваем из-под арки. Вот так у нас получается. Теперь закрываем. Закрываем по 2 петли. Провязываем по 2 петли вместе. Так будем вязать до тех пор, пока у нас не закончатся все петли. Провязываем по 2 петли. Вот готов уже первый лепесток. Между лепестками у нас будет цепочка из 2 воздушных петель. Провязала 2 воздушные петли и начинаю вывязывать второй лепесток. Снова ввожу крючок под арку и провяжу столбик с 2 накидами. Это будет основа для второго лепестка. Провязала столбик с 2 накидами. Теперь буду провязывать незавершенные столбики с накидом. Всего нам таких столбиков надо провязать 6. Второй незавершенный, 3-й незавершенный, 4-й незавершенный столбик, 5-й незавершенный столбик и 6-й незавершенный столбик с накидом. Вводим под арку крючок, вытягиваем петлю и теперь закрываем по 2 петли вместе до тех пор, пока у нас не закончатся все петли. Провязали, готов второй лепесток. Таких лепестков в одно основание я буду вязать по 4 с каждой стороны. То есть сейчас мы 2 провязали, нам останется связать еще 2. Между лепестками у нас 2 воздушные петли. Сейчас вяжу столбик с 2 накидами в это же основание и незавершенные столбики с накидом. Всего сейчас вытягиваем 6 незавершенных столбиков с накидом. Будем вывязывать 3-й лепесток. И последнюю петлю поднимаем из-под арки. Это 7-я петля. Теперь закрываем петли, провязываем по 2 петли вместе. Так вяжем до тех пор, пока у нас не закончатся все петли. И лепесток будет готов. Вот готово 3 лепестка. Я буду вязать 4. То есть вяжем еще 1 лепесток. Провязали 2 воздушные петли. Лепестки у нас разделяются 2 воздушными петлями. В основании вяжу столбик с 2 накидами. Это основа для 4-го лепестка. Провязали. Накид на крючок и поднимаю, провязываю незавершенные столбики с накидом. Всего нам таких столбиков незавершенных надо поднять 6 штук. 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й столбик с накидом. Провязали и последнюю 7-ю петлю вытягиваем из-под арки. И теперь закрываем по 2 петли. Так вяжем до конца, пока не закончатся все петли. И у нас будет готов 4-й лепесток. Вот 1/2 цветка готова. Первую половину провязали. Теперь переходим в следующую арку.
В следующую арку мы провяжем 3 столбика без накида. Следите за тем, чтобы арки не переворачивались. Провяжем 3 столбика без накида. 2, 3. Вот так у нас уже получается. Делаем 2 накида на крючок и в следующую арку провяжем столбик с 2 накидами. Это будет основа для первого лепестка. Вывязываем второй цветок. Также поднимаем 6 незавершенных столбиков с накидом. Первый провязали, второй незавершенный столбик с накидом, третий незавершенный столбик с накидом, четвертый незавершенный столбик с накидом, пятый незавершенный столбик с накидом, шестой незавершенный столбик с накидом. Последнюю 7-ю петлю вытягиваем из подарки и теперь закрываем по 2 петли до тех пор, пока у нас не закончатся все петли. Таким образом формируем лепесток. Вот первый лепесток второго цветка готов. Теперь провяжем 2 воздушные петли. Лепестки у нас разделяются 2 воздушными петлями. И в это же основание провяжем столбик с 2 накидами. Это будет основа для второго лепестка. Вывязываем второй цветок. То есть все вяжем по аналогии. Последнюю 7-ю петлю вывязываем из подарки, поднимаем с подарки и теперь закрываем по 2 петли до тех пор, пока не закончатся все петли, у нас будет готов второй лепесток. Затем мы свяжем еще 2 лепестка и еще 1 половина цветка у нас будет готова. Я провязала до конца. У нас получилось 3 цветка, 3 половинки. И теперь все очень просто. Мы переходим на другую сторону. Будем обвязывать другую сторону. Будем вывязывать недостающие половины цветков. Сейчас делаю 2 воздушные петли. У нас каждый лепесток отделяется от другого 2 воздушными петлями. Делаю 2 накида на крючок, ввожу крючок под арку и провязываю столбик с 2 накидами. Это будет основа лепестка. То есть вывязываем вторую половину цветка. Также вытягиваем 6 незавершенных столбиков с накидом, 3 незавершенный столбик, 4 незавершенный столбик, 5 незавершенный столбик с накидом и 6 незавершенный столбик с накидом. Подняли столбики. Последнюю 7-ю петлю из подарки вытягиваю. Теперь закрываю петли по 2, то есть провязываю по 2 вместе до тех пор, пока у нас не закончатся все петли. И лепесток будет готов. Таким образом, вяжу еще 3 лепестка.
в это же основание и получаем цветок. Уже довольно полноценный. Вытянула 6 незавершенных столбиков, в 7-ю петлю вытягиваю из подарки, закрываю по 2 петли до тех пор, пока у нас не закончатся все петли. Вот мы с этой стороны провязали уже 2 лепестка, 2 воздушные петли, чтобы отделить один лепесток от другого. И таким же образом провяжем еще 2 лепестка в это основание. Готов первый цветок. То есть обвязали уже с двух сторон. Теперь у нас в следующую арку мы провязываем также 3 столбика без накида. То есть так же, как мы и вязали с той стороны. Точно так же. А теперь уже в следующую арку мы будем вывязывать лепестки, чтобы второй цветок нам завершить. Также буду в это основание вывязывать 4 лепестка. Буду отделять их 2 воздушными петлями друг от друга. Вытягиваю 6 незавершенных столбиков с накидом. Последнюю 7-ю петлю вытягиваю из подарки. И потом закрываю по 2 петли до тех пор, пока не закончатся все петли и не будет готов лепесток. То есть таким образом также вяжу до конца этого ряда.
Я провязала ряд до конца. Вот такая красивая цветочная полоса получилась. Цветы очень объемные, очень оригинально будут смотреться. И теперь соединяю с началом вязания. Можно оставить так, но я для того, чтобы укрепить полотно, я делала обвязку. Обвязывала столбиками без накида. То есть сейчас я под арку провяжу столбик без накида. Столбик без накида провяжу в лепесток. Под арку столбик без накида. Столбик без накида в лепесток. Под арку столбик без накида. Провязали. Столбик без накида в лепесток. Переходим в следующую арку. Там тоже провяжем столбик без накида 1. И переходим к следующему цветку. Думаю, принцип понятен. Тогда немного полотно стягивается, собирается. Тоже как вариант очень интересно. Так можно обвязать по всему периметру. И потом концы уже соединить, если это будет повязка. Я соединяла столбиками без накида. Как вариант можно украсить. Вот такая повязка получилась у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео.